Mobvai, как много в этом слове. Помните, сколько я хейтил TicWatch? Ну, я не думаю, что это особо сильно изменится, с одной стороны. С другой стороны, вот эту модель, когда я получил и распаковал, первая мысль была, что это Huawei. Помните Huawei Watch 3? Недавно я делал обзор. Прямо копия, по большому счету, внешне. Бывает, фризят эти часики. У них есть GPS. GPS работает реально быстро. Но внешне эта штуковина очень напоминает что-то топовое от Garmin или Suunto, с одной стороны. С другой стороны, первое время, а изменилось это или нет, я вам расскажу, у меня пока не работает NFC. Я даже не знаю, насколько хорошо или плохо можно оценивать подобные устройства, если в них что-то нефонтанно отрабатывает. С другой стороны, у Huawei, в принципе, оплата работает только через некоторые банки. Мало того, что через некоторые банки там нужно еще специальную программу скачивать, но это головняк. То есть, по большому счету, подобные устройства от Mobvai, они являются конкурентами тем же Samsung, Яблоку и Huawei, если у вас нет необходимости eSIM, допустим. Здесь eSIM нет. Из интересного, я бы не сказал, что супер-мега материалы здесь топовые, с одной стороны. С другой стороны, внешне, ну вы реально видите, что они выглядят прилично, что удивительно. Полные данные и свои впечатления я расскажу вам в конце. На данный момент то, каким образом они себя ведут в различных условиях обстановки, можно сделать вход из разряда «они неплохие». Наверное, они даже своих денег стоят. Вау-эффекта нет. Один вау-эффект, что Mobvai сделала более-менее что-то приличное. Поэтому смотрим. Эти часы я разыграю в конце ролика. Обязательно расскажу, какие условия. 1005 на YouTube. Всем привет, меня зовут Саня. Канал Пользы.нет. Розыгрыши море. Какие актуальные. Читаем описание постоянно. Это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. А сегодня я расскажу вам о часах TicWatch Pro 3 Ultra. Еще раз напоминаю, что от нелюбимой мной корпорации Mobvai. Полетели. Распаковка. Упаковка коробки содержит изображение часов, название и спеки на английском. Основная коробка изготовлена из черного плотного матового картона. Оформление ее максимально минималистичное. Черный цвет и название. Не скажу, что она небольших размеров, средненькая такая. Внутри все красиво уложено, для подарка зайдет однозначно. Комплект состоит из самих часов, кабеля для зарядки с магнитной базой, к сожалению, он здесь не беспроводной, и руководство пользователя, в котором есть русский язык. Без неприятных запахов не обошлось, но без этого комплектующего приходит лишь примерно один девайс из 40. Даже в яблочных девайсах химией пахнет эгегей как от упаковок. Так что здесь как повезет, поэтому не критично, привычно. Переходим к часам. Дизайн корпуса афористичный. Ничего лишнего, так сказать, но в целом очень грубоватый и брутальный, поэтому в частности подойдут они по мне только мужчинам. Габариты часов совсем не утонченные. 47 на 48 на 12,3 мм вместе с датчиками, зато по весу еле ощущаются, так как их вес всего 41 грамм. В сравнении с Huawei Watch 3, обзор на который вы можете посмотреть, разумеется, пройдя по ссылке в правом верхнем углу экрана, выглядят они значительно массивнее и внушительнее. На мужской руке смотрятся по мне отлично. Сидят комфортно, ремешок быстросъемный, стандартного размера в 22 мм, довольно приятный тактильно, но хуже, чем у большинства моих топовых часов. Не буду говорить каких, включая, кстати, не топовые OnePlus и не топовые некоторые Xiaomi-шные часики. С внешней стороны штатный ремешок имеет текстурный рисунок линиями. Изготовлен он из прочного вторкаучука премиум класса, что дает нам с вами, по заявлению производителя, устойчивость к нагреву, окислению, воздействию масла и химических веществ. И он, разумеется, гипоаллергенный. Корпус самих часов изготовлен из нержавеющей стали и высокопрочного нейлона со стекловолокном. Хотелось бы тыльную часть из керамики, но нет. На правом борту имеется две функциональные кнопки, которые не имеют люфта, нажимаются не так просто и при нажатии не издают неприятного щелчка. У верхней кнопки по стандарту идут функции меню, назад, вызов Google помощника и включение-выключение, а нижней кнопкой выполняется переход к тренировкам. Далее есть хороший микрофон, динамик с неплохим звучанием для смарт-часов. Из датчиков имеется акселерометр, датчик гироскопа, датчик частоты сердечных сокращений HD PPG, датчик SpO2, наш любимый кислород, и барометр. Пульс и SpO2 измеряют как перманентно, так и в ручном режиме, что хорошо. У воздуха пульс не нащупывают, что великолепно. С фронтальной части нас встречает дисплей на 1,4 дюйма, полноцветный AMOLED плюс FSTN экран 2 в 1 с разрешением 454 на 454 пикселя. И защищен дисплей стеклом Gorilla Glass с защитой от отпечатков пальцев. Хотя так себе это получается, но все равно не марки он, это хорошо. Рамки минимальные, циферблатов на выбор море, и создать циферблат со своей фотографией возможно. Плотность пикселей составляет скромные 326 ppi, картинка яркая, четкая и насыщенная. Под разными углами тон картинки не изменяется. Перелистывание меню очень плавное, но иногда есть
микрофризы, опять же, привет прошивке, а не железу в 99% случаев. Яркости в солнечную погоду, повторяюсь, хватает, и автояркость работает хорошо. Подстраивается под любые условия быстро, плюс бликов здесь по минимуму. Спящий режим можно установить максимум через 15 секунд бездействия, что не всегда удобно. Always on дисплей на борту, причем есть рефлекторный, а есть стандартный, который быстрее высаживает батарею. По свайпам слева направо нас встречает Google Ассистент, справа налево активность, погода, события и пульс. Сверху вниз быстрое меню настроек, режим в полете, включить-выключить, звук, поиск телефона, Google Pay, режим в театре и режим не беспокоить. А также внизу есть информация о состоянии аккумулятора и сверху переход к основным настройкам. Свайп снизу вверх, недавние уведомления. Операционная система Wear OS от Google во время использования изредка подтормаживает. Не критично, но непривычно. Интерфейс доступен на русском языке, оперативной памяти здесь 1 гигабайт, встроенной 8. Bluetooth версии 5.0, не новый Wi-Fi. eSIM здесь отсутствует, не встает, есть вариант с ней, но у нас он не продается, так как ее использование в данных часах не предусмотрено в этой модели конкретно изначально. В Европе они продаются с eSIM. Но здесь, мне кажется, актуальность 0, потому что если вы их даже с eSIM купите, не факт, что вы сможете завести туда симку. Привет Huawei, у которых не все операторы даже после полугода продаж работают, да? С часов можно как принимать звонки, так и сбрасывать, плюс разговаривать прямиком через них. Собеседника слышно хорошо, как и вас. С часов можно звонить, так как есть возможность не только вручную набрать номер, но и есть синхронизация с вашими недавними вызовами и книгой контактов. Повторяюсь, что для этого нужен смартфон, с которым будут подключены часы. Уведомления приходят моментально, смайлики и иконки приложений отображаются. Непосредственно из часов можно ответить как быстрыми ответами, так и полноценно напечатать текстовой ответ, и это круто. Клавиатура для набора текста по мне удобная. Также есть быстрая функция открыть приложение в телефоне, фотографии в уведомлениях просматривать тоже можно, но в миниатюрном варианте. Вибромоторчик здесь с хорошей тактильной отдачей, но настраиваемый только в 3 ступени, обычный, длинный и двойной для уведомления. А вот уровень отдачи настроить, к сожалению, нельзя. NFC-оплата возможна с помощью Google Pay. Из навигации имеется GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS. GPS-маршрут строит хорошо, но с небольшой погрешностью в точности. Есть встроенный Play Market, из которого можно устанавливать доступные приложения, их не так и много, но есть. И циферблаты. Также из Play Market можно слушать музыку в режиме реального времени, что довольно круто. Переключать и регулировать громкость часов можно. Наушники подключаются Bluetooth, разумеется, к ним без проблем. Спортивных режимов здесь много, среди них есть режимы, связанные с водой. Также помимо стандартных приложений по умолчанию встроенный Google переводчик и пульс в Google Fit. С помощью Google Ассистента можно управлять умной техникой. Емкость аккумулятора 577 мАч, за 50 минут набегает 50%. Полный цикл зарядки занимает 1 час 55 минут. Если говорить об активности, то с включенным круглосуточным отслеживанием SPO2, отслеживанием сна, постоянным мониторингом пульса, подключенным телефоном по Bluetooth для звонков и SMS-уведомлений, отключенными всеми остальными функциями, полностью они разряжаются с сотки до нуля за 26 часов 40 минут. За 30-минутную тренировку в режиме бега ушло 10% заряда. Уровень защиты IP68 и MIL STD 810G. За все время, которое я их использую, проблем с водой у них не возникло. Летим дальше. Приложение для часов MapVi доступно как на Android, так и на iOS-системах. В основном я их тестировал в паре с OnePlus 9 Pro. Часы не отваливались без причины, связь держали стабильно. Переведено на русский толково, в приложении удобное меню. Делится оно на 4 вкладки. Первое главное. Тут содержатся все отчеты об активности и состоянии здоровья. Все распределено очень доступно и понятно. Вторая вкладка устройства. Здесь находятся все доступные или ранее подключенные девайсы. Третья — обзор. В этой вкладке подгружается сайт с продуктами компании. И последнее — это учетная запись. А также имеется второе приложение Wear OS, также доступное как на iOS, так и на Android-системах. Интерфейс приложения на русском языке, функционал здесь более скудный и наполнен в основном настройками самих часов. А именно, можно отслеживать уровень заряда батареи, изменять циферблат, изменять быстрые доступные приложения по свайпу слева направо, настройки уведомлений, повестки дня, Google Ассистента и стандартные расширенные настройки. Минусы: так как хороший конкурент популярным часам с eSIM, самый главный минус — это то, что нельзя устанавливать саму eSIM, конкретно в той версии, в которой они продаются в России. И второй минус — интерфейс иногда слегка подтормаживает. Добавил бы я к минусам еще материалы тыльной части корпуса, отсутствие магнитной зарядки, не такая космическая автономность, как хотелось бы, да и в принципе чего-то супер нового в них не найти, хотя внешний вид мне их очень даже зашел. Плюс за ними тянется шлейф, каким образом они делали до этого девайсы, и плюс они обещали здесь Qualcomm Snapdragon 4120 плюс процессор, а запихали туда только Qualcomm-овский Snap на 4120, и это так себе. Не особо приятненько, то есть одно дело, что они обещали в рекламе, а другое дело, что получилось в итоге. Ощущение, что обманули. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и, как я уже говорил, я эти часы разыграю. Почему? Потому что мне их прислал
написал производитель без условий, без ТЗ, написал, что хочешь о них рассказывай, ты любишь хейтить наши продукты, черт с ним, главное, чтобы о них кто-то знал. Вот вы и узнали, насколько они хороши или плохи, я сказать не могу. Почему? Потому что есть мастодонты. Это Samsung, это Huawei, это Apple, и по большому счету не настолько они и дороже. Вопрос дня, насколько эти лучше часы для вас конкретно, потому что, допустим, у тех же Huawei проблемы с оплатой, что происходит с Samsung, почитайте новости, возможно, скоро нам предстоит избавляться от их девайсов в принципе, к сожалению, в Российской Федерации, я про это говорю, да-да-да, я именно про суд, и рано или поздно решение суда по Samsung примет законную силу, и тогда что будет с нашими смартами, большой, огромный такой вопрос. По поводу Apple Watch, цена у них все равно 7-й версии, совсем такая, скажем, неприличная, кстати, я их купил, и скоро будет обзор. Так что ставим лайк, подписываемся с комментарием, и в комментарии отвечаем, стоят ли эти часы, по вашему мнению, своих денег. Опять же, на распродажах, что я подразумеваю, смотрим в описании к видео телеграм-канал, смотрим, сколько там эти часы стоят, и примерно прикидываем во время сейлов, стоит ли их покупать. Мне интересно ваше мнение, наберем 3000 лайков до конца ноября, разыграю, наберем раньше, обязательно разыграю раньше. Не забудьте, что скоро сейл 11.11, так что подписываемся на телеграм-канал со скидками, либо хотя бы просматриваем его, чтобы примерно представлять, сколько все сейчас на сейлах стоит, и расстраиваться, если 11.11 все будет дороже. Резюмирую, часы просты и понятны в использовании. Минусов в них я нашел только два, и если они не кусаются для вас, то это хороший вариант для смарт-часов. Помимо рабочего функционала, здесь все работает на понятных, привычных и всеми известных приложениях. Плюс в системах Google, что радует на 100%. Так что в моем мире, конечно, Mobvai немного и вырос. Хотя, опять же, я считаю, что их устройство при покупке потом перепродать очень сложно, поэтому подумайте лучше 3-4 раза. Я свои прошлые Mobvai, которые покупал 2 года назад, так продать и не смог. Девайсу, к сожалению, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.